Всем добрый день, дорогие мои зрители! Рада вас видеть на своем канале. Меня зовут Олеся. Сегодня хочу приготовить универсальное тесто на сыворотке. Кто часто готовит творог, остается сыворотка и отличный вариант ее использовать. Для приготовления мне потребуется 300 мл сыворотки, 650-700 грамм муки, 3 яйца, 3 столовые ложки сахара с горочкой, это 75 грамм ровно, 8 грамм сухих дрожжей, либо 24 грамма живых, пакетик ванильного сахара, если будете делать сладенькие пирожки, как у меня, и соли, неполную чайную ложечку, 3/4. Рецепт теста очень простой, удачный, можно готовить батоны, пироги, большие, сладкие. Можно уменьшить количество сахара, делать не сладкие. Даже что-то наподобие хлеба толстого можно делать. В общем, попробуйте, приготовьте, поэкспериментируйте. Тесто хорошее. Просеяли муку, всыпем соль. Добавим сухие дрожжи. Если у вас дрожжи те, которые нужно растворять, предварительно растворите их в сыворотке. Сыворотка у меня тепленькая. Добавим в нее сахар, ванильный сахар. Добавляю яйца. Третье яйцо. Добавляем только белок. Желток будем использовать для верха. Влили жидкие составляющие. Тщательно перемешиваем. И уже в самом конце, когда слегка соединится все с мукой, будем добавлять, вмешивать масло растительное и дополнительную муку всыпать при вымешивании по потребности. Слегка все перемешали лопаткой, добавляем все растительное масло и еще раз хорошо перемешиваем до полного соединения всех компонентов. Переходим на замес руками. Я слегка повымешиваю тесто в миске, пока соберется вся сухая смесь, вся мука. И потом перехожу на рабочую поверхность. Рабочую поверхность присыпала слегка мукой. Это дополнительная мука, то есть 650 грамм плюс на замес 50-60 грамм, зависит от вашей муки, сколько уйдет. Слишком тесто мукой не забивайте, лучше повымешивайте. Когда сможете собрать его в ком, вот такими вот движениями, растягивая, сворачивая его в рулет или отбиваем. Отбивать тоже всегда хорошо тесто, а можно и так, и так. По муке, чем больше содержание белка в муке, тем меньше муки уходит. Также плюс еще влажность муки разная, может быть у всех. Чем больше влажность, соответственно, муки меньше. Собираем тесто после вымешивания в шар. Вот такое тесто, мягенькое должно остаться, гладкое. Посуду, в которой будет растаиваться тесто, смазываем растительным маслом. Выкладываем тесто швом вверх и переворачиваем. Таким образом тесто все смазано. Обязательно прикройте миску либо пленкой, либо крышкой и оставляем на 50 минут 1 час, зависит от температуры. Я расставила в духовке с включенной лампочкой и стаканом кипятка рядом. И вот так замечательно тесто подошло за 50 минут. Обминаем тесто, это будет первая обминка, и отправляем на вторую расстойку. Вторая расстойка займет у вас значительно меньше времени, примерно минут 20-25 до получаса. Обминаем тесто второй раз. Второй раз оно уже подходит очень быстро. И делим на одинаковые кусочки. Я выкладываю тесто на рабочую поверхность, подпыленную мукой, и отвешиваю кусочки на весах. Тогда у вас все пирожки будут одинакового размера, они будут смотреться более аккуратно. И для выпечки это тоже важно. Я отвешиваю ровно по 62 грамма 19 кусочков. Каждый кусочек я округляю. Делать удобно это на весу, потому что тесто очень мягкое и нежное. Сначала собираю все тесто к центру и потом вот такими вот подвивающими движениями при помощи большого пальца формирую кругленькие шарики. Сейчас хорошо видно на видео, как я это делаю. Можно делать любым удобным для вас способом.
Шарики подготовленные выкладываю на рабочую поверхность, обязательно их прикрываю и даю отдохнуть им минут 10. Потом начинаю раскатывать с тех, которые были сформированы первыми. Они успели полежать на несколько минут подольше, что и логично. Раскатываю кружочки. Обязательно переворачиваю кружочки, потому что та сторона, по которой мы катали, более гладкая и более ровная, чем та, которая была к столу. Выкладываю сразу всю начинку, чтобы сформировать примерно в одно время все пирожки, и они имели одинаковое время расстойки. Формировать буду более округлую такую форму придавать. Посмотрите, сначала с классическим способом защипываю пирожок, делаю вот такой вот гребешок, защип, и потом как бы подбираю его к центру, убираю острые уголки, и получается вот такой вот аккуратненький, скругленный немного пирожок. Таким образом формирую все пироги и выкладываю на лист, застеленный пекарской бумагой. Оставляю их на расстойку. Обязательно прикройте во время расстойки, чтобы тесто не сохло. Времени потребуется от 30 до 40 минут. Смазывать буду готовые расстоявшиеся пироги желтком. Желток я слегка присолила и добавила 3 столовые ложки молока. Аккуратненько смазываем подготовленные пирожки, чтобы тесто не осадить. И отправляю в разогретую на 180 градусов духовку. Время выпечки будет зависеть от вашей духовки. В среднем это около 25 минут. Также я делаю еще второй листик, остатки со сладкой творожной начинкой. Начинка абсолютно точно такая же, как была в творожных булочках. Можете посмотреть. Эти пирожки я делаю уже более остренькие, формирую, чтобы их потом различать. И посмотрите, какие красивые пироги получаются в готовом виде. Тесто очень нежное. Я еще по горячим пирожкам, только что вынутым из духовки, прохожусь кисточкой с небольшой каплей растительного масла. Можно воспользоваться кусочком сливочного масла. И тогда они получаются глянцевые, блестящие, очень мягенькие. Посмотрите, хорошо все пропеклось, донышко. Посмотрите, какие они на разломе. Тесто, я бы сказала, такое полусдобное, очень вкусное. И что немаловажно, не черствеет. На второй и на третий день пирожки остаются абсолютно такие же. Приготовьте, попробуйте, я думаю, вам тоже понравятся такие пироги. Вкусных всем пирогов, поддержите меня пальцем вверх, оставьте внизу комментарий, поделитесь этим видео с друзьями. А я с вами прощаюсь, до скорой встречи в следующем видео.